Вы наверняка не понимаете, что тут происходит. Ну а те, кто родился как минимум в 2003 году, наверняка меня поймут. Я просто так щелкаю телефоном. В начале нулевых это был некий антистресс. Ну да ладно, пойдем смотреть, чем же я так щелкаю. Всем привет! Помните ли вы свой 2010 год? Ну это время, когда люди охотились на мамонтов и жили в пещерах. Ну вот, примерно в это время вышел революционный смартфон Nokia C620. Это легендарный телефон, который хотели в то время многие, в том числе и я. Но мне приходилось довольствоваться Nokia 2760, которым я постоянно хлопал вот так вот. С первого взгляда Nokia C620 может не вызвать интереса, ведь по сути это та же N97, но в более простом корпусе. Либо же 5820, но с одним очень интересным бонусом. Зависит от того, как посмотреть. Позиционирование у этого смартфона очень простое. Самый доступный сенсорный аппарат с клавиатурой от Nokia, ориентированный на широкую аудиторию. Здесь спокойный дизайн и форма корпуса. 2 цветовых решения и никаких экспериментов. Все максимально просто. Ну что ж, перейдем к обзору. Первое, что бросилось в глаза, особенно после использования современных смартфонов, это его толщина. Кусок мыла будет тоньше этого телефона. Но причина такого ожирения кроется совсем не в суперхарактеристиках или эргономике, а в выезжающей клавиатуре. Да, в этом смартфоне есть полноценная QWERTY клавиатура с дополнительными кнопками управления. Если бы телефон был рабочий, а об этом чуть позже, то я бы с радостью написал сценарий к этому видео с помощью этой клавиатуры. Но, к сожалению, телефон я получил в нерабочем состоянии, и пользоваться им не представляется возможным. Но в этом ролике я попробую починить этот телефон. А пока посмотрим на его характеристики. На момент выхода этот телефон стоил около 11 тысяч рублей. И это был последним телефоном из линейки S60. Дальше пойдут смартфоны на Symbian. Они имеют новую аппаратную платформу и емкостные экраны, графические ускорители и так далее. Дисплей у данной модели аж 3,2 дюйма с сенсорной TFT с разрешением 640 на 360 точек. Соотношение сторон 16:9 и отображает он 16 миллионов цветов. А память это невероятные 240 мегабайт. Но есть слот для карты памяти microSD аж до 32 гигабайт. А теперь посмотри на свой смартфон, у которого как минимум 128 гигабайт или может даже больше. А лучше напиши в комментариях, какое у тебя количество памяти. Кстати, если под этим роликом наберется как минимум 500 лайков, то я обязательно куплю этот телефон, но уже в рабочем состоянии, и попробую пожить с ним целую неделю. Установлю стандартное для меня приложение и обязательно вернусь с новым роликом. Ну а если вы тоже любите технику, то смело заходите на Яндекс.Маркет. Там вы сможете найти всю современную технику с большими скидками. Ссылка в описании. Теперь можно плавно подходить к ремонту этого чуда. Так как у меня есть высшее юридическое образование, то я сразу же полез внутрь телефона, чтобы узнать, как он работает на самом деле. И заодно починить его. Первое, что нас встречает, это крышка, которая открывается отщелкиванием рычага снизу. Далее идет съемный аккумулятор на 1500 мА. Откручиваем винты по периметру и отщелкиваем крышку. И взор сразу падает на плату с одним шлейфом, что очень непривычно после современной техники. Напомню, плата в iPhone 15 выглядит примерно вот так. Снимаем шлейф и отстегиваем плату. Дальше идет складной механизм и дисплей. Туда я лезть не буду, так как, на мой взгляд, проблема кроется не в дисплее. Спойлер, проблема оказалась именно в дисплее. Как вы видите, механизм очень прост. Пружинка помогает салазкам елозить по направляющим и все, никакой магии. Хотя в детстве я никак не мог понять, как работают эти раскладушки и почему так приятно их открывать. Собственно, почему же телефон все еще не рабочий, если спойлеры вы услышали о проблеме? Все просто, запчасти, их просто не найти на рынке. Конечно, можно купить еще один убитый телефон и собрать один рабочий, но нет гарантии, что все получится. Тем более этот смартфон я купил на Авито всего за 400 рублей, и, честно говоря, тратить еще на него не хочется. Ну что ж, телефон разобрали, теперь собираем в обратном порядке и радуемся прикольному кирпичику с клавиатурой. Да. Ну ничего страшного, я уже имел опыт с этим телефоном много лет назад, так что смогу описать его и сейчас. Весит телефон 150 грамм. Что весьма привычно, вот только его размер несопоставимо мал по сравнению с весом. А толщина этого пузатика аж 16,8 мм, что больше моего пальца. Самое главное то, что этот телефон поддерживает Wi-Fi, так что мы за копейки сможем зайти в интернет и даже посмотреть YouTube. С корпусом разобрались, перейдем к тому, без чего современные флагманы не могут быть таковыми. Правильно, это камеры, а точнее одна и весьма ущербная. Камера у этого толстячка всего 5 мегапикселей. Но зато с автофокусом. Модуль, кстати, взяли с модели N85, но не суть.
Стоит заметить то, что в 2010 году не все трубки могли похвастаться камерой с автофокусом. А этот среднячок еще и умеет в 4К фото. А твой смартфон так умеет? А теперь главный вопрос. На чем же смотреть все эти 4К фото? Конечно же на основном дисплее, который, я напомню, 640 на 360 точек, что очень странно, так как камера спокойно делает 4К. Но это как-никак 2010 год, а тогда дисплеи были крайне посредственные. И вишенка на всем этом торте становится тачскрин, который выполнен по резистивной технологии. Для тех, кто не шарит. Резистивная технология – это тип экранов, который использует два слоя сопротивления, разделенные небольшими воздушными промежутками. При нажатии на экран слои соприкасаются, что приводит к регистрации нажатия. Резистивные экраны имеют простую конструкцию и недороги в производстве, но они обычно менее точны и менее отзывчивы по сравнению с другими типами. Но в настоящее время их редко используют или не используют вовсе. Так что мой канал познавательный. Многие наверняка заметили большое количество кнопок на боковой грани. Сейчас расскажу их обозначение. Начнем сверху вниз. Первое – это качелька регулировки громкости, а ниже идет кнопка включения. К ним уже все привыкли и вопросов не возникает. А вот дальше идет не кнопка, а слайдер. Он нужен для разблокировки устройства. Да-да, раньше телефон разблокировали с помощью слайдеров, а не Face ID. А в самом низу отдельная кнопка для запуска камеры и создания снимка. Вроде фишка удобная, но сейчас это рудимент, а не необходимость. Только Samsung смогли придумать отдельную кнопку для вызова голосового ассистента. А теперь можно подвести итоги. Раньше этот телефон считался смелым среднячком, а теперь это какая-то диковина. Ну а клавиатура? Смотрится совсем дико, а раньше это была необходимость, а не какой-то роскошью, как у BlackBerry, так как пользователи привыкли тыкать на физические кнопки. Да и резистивные дисплеи не позволяли быстро и качественно печатать на сенсорном телефоне, как на современных смартфонах. Очень удобная фишка со съемной батареей, но сейчас в этом тоже нет никакой необходимости, тем более телефон из-за этого теряет всю свою влагозащиту. Про дисплей я вообще молчу. А вот складной механизм мне очень даже понравился, но, к сожалению, он быстро надоедает. Особенно бесит тот факт, что по любому случаю приходится его открывать и обязательно переворачивать, чтобы можно было что-то напечатать. Ну а на этом все. Спасибо за уделенное на просмотр время. Не забудь поставить лайк, подписаться, а также напиши в комментариях, какой у тебя был телефон раньше.